Часик в радость, господа хорошие. Так, что сегодня четверг? У нас 11 число. Погода чудит. Опять за бортом -3, ночью был 20 или 23, даже отец присылал 22. Снег метет целый день. Можно опять посмотреть вот на мосту на Южном. Бугры у нас образовались. Пока не успеваем, такой снегопад, чистить все. Так, что я выдвинулся в город по делам тут. Кое-каким надо съездить, бумажный вопрос. И кое-что так приобрести. Туда заехать, сюда. Все планы на смарку, как обычно. Вчера было одно, ну сегодня у нас другое. Вот сейчас тут видео вставлю. Семёныч вгрузился. Сказали быстро. Там в одну машину у нас сейчас модно, наверное. Хотят 2 запихать. Ну, поэтому и хотят, чтобы еще выгрузились сегодня до 2 часов приехали. Но это все как обычно у нас. Схема стандартная. Вот. Ну вот, короче, вот такая вот погрузка. Там ящики, колеса. Здесь вся хрень посередине. Я стою. О, все это пошло. И сзади места нет. Потому что сейчас вот эту еще какую-то букву У ложь, блядь. Еще 2 ящика. И все. В подборонке места нет. Кирилл, отправь, пусть смотрят. Пока еще даже не загрузился во втором месте. Так что ни о какой выгрузке речи идти не может. Все кругом заметено. Дорога ужасная. Вот там ребята присылали тоже по поводу трассы М6. Здесь где в сторону Борисоглебска. Вот сейчас тоже фото, видео парочку вам вставлю. Волгоградка. Хоть хорошо не улетела. Итак, с полей сводка. Макс немножко буксует. Чуть-чуть. Тут хуйня. Я думаю, он справится. Посмотрите аккуратнее, пожалуйста, техника безопасности, никуда не гонимся. Как бы вот так сейчас вставлю, поглядите. Да, не забываем о правилах безопасности. Лучше не спешить, потихоньку, везде все успеют в конечном итоге, подождут, ничего не случится. Логистам им, как обычно, быстрее, еще вчера, еще давай, вот, но как бы надо дороги вначале в нормальном состоянии также держать, посыпать, ямочные ремонты производить, но у нас, к сожалению, этого нет, только спрос один. Так что такие вот дела. Остальные тут кто по городу, ребят, кто где. Вот вчера Мерседес пока еще даже ничего не делали, мороз был. Сегодня пока метель, что-то никак не дойдем. Там получается стояк замерз или забился. Вот так вроде сетки там внизу никакой нет. Андрюх смотрел, Семёныч. А дуться туда не дуется. Ну, в общем, вот так все покажу, расскажу. Четверг, чуть-чуть шевелимся, но самое интересное получится, если фотку приложить. У нас опять морозы в пятницу на субботу, из субботы на воскресенье там опять что-то 25, 26, как обычно. Не знаю, погода вообще в этот год чудит, просто пипец. Ну что, погнали, посмотрим тут. Ну, город, вот, да, ну, как и тот раз, все прекрасно видно. Ну, сейчас, наверное, машин разъедутся, техника пойдет дорожная. Будет все прочищать, расчищать, наводить порядки. Отец тут с Семёнычем уже
Себе он чего сегодня загрузился. Потом видео вставлю, покажу, как он, что там в кузове у него, что он накидал туда. Подъеду, сейчас пойдем посмотрим, что там они, ребят, придумали, что сделать. Ну, а вот он сегодня как стоял без этого стояка, Андрю, говорит, он как молодой завелся, дрык, и сразу, говорит, все получилось. Все четко, вот. Так, вопрос, что хотел к вам задать вопрос вам хотел, что с речью. По рекламе у вас кто что вообще, как рекламу свою двигает, куда там, по машинам, на машины. Был сейчас в одном этом, ну, центре, рекламном агентстве, как там говорить. Думаю на свои машины, вот как бы какие-то лейблы, этикетки, номера телефонов. Скажите, работает, не работает, вообще стоит, не стоит этого клеить. Там цена копеечная, пообщался, там и баннеры какие-то можно, и все прочее, и прочее. Но просто, может, кто сталкивался, может, кто в газету подает и работает реклама. Так это, шумните, напишите, Авито, это понятно. Ну, блин, фиг его знает, может быть, я думаю, как-то, ну, приехали вот выгружаться, да, хоп, какой-то номер телефона, там логотипчик, какой-то канал, то, что есть нумерация, QR-код, что-то вот такая вот схема. Вот сейчас еду, в голове держу, думаю. Куда повесить? Ну, понятное дело, на машину, на дверь или там куда-то там еще на борт. Смотрю, что, наверное, смысл нет, борта открывается, закрывается, это все порвется, блин. Ну, там не знаю. Просто то, что цена небольшая, а как бы то, что работает, я думаю, работает. Да и вот, я думаю, на этого можно еще повесить, вот даже назад куда-то прилепить, или сбоку, или на капот. Ну, это уже там, ну, на стекло на заднее, да? А у нас метет, ребята, метет, погодка, блин. Когда же прекратится пуга? Не знаю, на камере видно, как метет. Бог с ним, с крыши. Пойду, ладно, попью чайку. Вечерочка добрейшего, парни и девчонки, дорогие мои подписчики, друзья. В общем, погоду в Тамбове вам показываю. Вон, я не знаю, если вы видите зелененький светофор, то это хорошо, а до него тут нет нифига, тут просто кошмар. За бортом -1, время без 28, вот с тренировки выехал. Видимость вообще по приборам, Офигеть, что это такое есть? Какой-то буран, циклон налетел. Ужас просто, ужас. У нас Серега вот выехал с Липецка. Грязинскую развязку, из леса выехал до Грязинской развязки. Вот я вам сейчас видео прикреплю. Ну просто метет, он говорит, мне кажется, кабина оторвет. Серега, а чё налетел-то? Я вышел с тренировки и охренел. Ты глянь, что есть. Ты глянь, что метет. Это вот здесь. Я стою за машинами. Это не на открытой дороге. Ни на поле, нигде. Просто метет хлопьями. И +2 показывает. Такие вот дела. Ну, в общем, сейчас потихонечку потянем. Вот эти цифры, как 20-24, да? Да как слепой котенок вообще еду, ничего. Офигеть, на светофоре не видать. Вот это дела, ребятки, вот это погода в этот год нас просто радует. Ну вот я как-то проезжал, вам елочку снимал, как огни тут горят на елочке. Вот посмотрите, вообще не видать ничегошеньки. Ай-яй-яй-яй-яй. Ё-моё. Ну, потихонечку поедем в сторону дома. Всем приветос, парни. Пятница. Максим попер. Сан Саныч приболел, Макс выгружаться поехал. Вчера пурга, метель, блин, все замело, завьюжило тут у нас, закружило. Погода, конечно. Ну, я вам видео, не знаю, если вставлял, то видели, если не видели, то сейчас
вставлю, посмотрите. Юрий вчера домой потихонечку доехал, и я с тренировки ехал вечером. Ну, как сказали, какая-то черная метель, что ли, называлась, не знаю. А сегодня вот мороз и солнце, день чудесный, 15 градусов за бортом. Так вроде все просушило. Ну, все равно повнимательней, поаккуратней. Так, что, выдвинулись дальше. Сейчас поедем в сервис, попробуем попросить, чтобы прицеп, вот сейчас Максим поехал на каком, на Саньковом, там суппорт один подклинивает, греется, ну, хорошего мало. Слезно попросим, чтобы, ну, как бы нас в очереди, без очереди, хотя бы обслужили, может, одну ось или, ну, что-то сделали нам с ним. Так что так, и по МАЗу, не знаю, сейчас тоже подумаем. Мороз будет у нас, я не знаю, как в ваших регионах, скажите, на выходные передают, у нас 28-30. Ну и как бы в воскресенье с утра гнать, когда 30 градусов мороз, такое себе. А понедельник плюсовая, там, ну не плюсовая, но уже приятная, комфортная температура. Ну, так что сейчас попробуем чуть переиграть, подсместить сроки, как бы такие вот у нас планы. Ну и еще там бумажки завести, отвезти, все как обычно, по пути в город разъехаться. Че, погнали? В общем, все скажу, расскажу, покажу. Горы снега, да? Нормально. Территорию почистили. Нормально такие вот. Зима такая хорошая у нас. Ну, посмотрим теперь весной, как будет. Что-нибудь останется хоть, чтобы вода не все смыла. О, у нас тут автобан немецкий. Все прочищено. Уровень. Всегда бы так, конечно, хотел. Все, что, завели, видео вставил вам. Или вставлю сейчас. В рекламе обклеено. Вообще 2 минуты. Шланг, мороз, холодно. Иди погрейся. Вот у нас как, да? Я кофейку. поссать не могу. Вот, а здесь трубка. Вот туда перекручивает у нас Андрей Семенович. Помпочка. Это который с МАЗом постарел, блядь. Который с МАЗом постарел, да. Так ему сейчас уже 38. Одна знакомая девчонка, ну, с глазами она так улез, блядь, и говорит, ты смени этикетку на WhatsApp свою. Ты там дюж старый, блядь. Видео. Перенесли подкачку. Вот сюда. Тут сейчас удобно. Соединили шлангом. Вот это идет трубка. Тут клапан стоит. Кто, может, знает, не знает. Но мы не знали, например, да, по греющему он бывает замерзает. Ну, теперь на будущее будем мы знать. Все, пыль труба, как молодой. За бортом минус 15. Вчера также заводился нормально. Все. Ну, вот так. Фирма, да, толком лопаты нету. Ё-моё. Не говоря уж там о чем-то. Вот такой лопатой чистил сейчас снег. Уже устал, блин. Ну, зато это, греюсь, не холодно. Не холодно. Пойдем сейчас чайку попьем. Погреемся немножко. Чин сдает, да, Андрей Семенович? Подметает, пылесосит. А то Сан Саныч ему втык даст. Все там, все отпылесосил. То, что курил, вонючка повесил, проветрил. Сан Саныч, все, машина готова, Сан Саныч. Максим все продул, все сделал. Поэтому принимайте аппарат. А я ему сдаю как есть пизду, сам подметет, блядь, сам уберет. Так, ну а у нас что? Очередная неделя подошла к концу. Рабочая пятница. Она короткая, 4 дня получилось. Мороз крепчает на улице. Холодно становится. Завтра, блин, чуть сегодня в ночь 25. Завтра еще больше. Вот, как бы так. И 28. Никуда мы не поедем. Ни в сервис. В понедельник все. И прицеп отгоним, чтобы суппорт посмотреть. Все в понедельничек. Будет день, там будет уже нормально адекватная температура. Будем работать, выходить. Так что такие у нас дела. Выходные.
будем отдыхать, как говорится. Так. Вам что, опять огромной благодарности за поддержку, за комментарии. Нас уже 1100. Это мотивирует, это радует, это приятно. Все молодые, новые, кто смотрит, как подписчики, друзья канала, кто зашел, кто посмотрел, уже мозг замерз, нос замерз. Вот, в общем, всех, кто смотрит, кто активно там ведет деятельность, пишет, комментирует, да просто даже смотрит, вам большое очень человеческое спасибо, нам это приятно. Вот, тачки дома, Андрюха на выгрузке и тоже едет домой. Надо попасть вот в эти ворота с поворота. Сколько смог с дороги съехал. Сюда я никак не попаду. Так что такие дела. Подписка, лайк, комментарий. Вам же не тяжело, а мне приятно. Следующие ролики только интереснее, только, как говорится, чаще не обещаю, но стабильность буду стараться. Есть чем заняться. У нас ИМАН тоже, замена масла, прокладок, там регулировка торосов, замена. Этот прицеп будем ремонтировать. Как ремонтировать, хотя бы Саньков, Шмидц, хотя бы посмотрим, что там с ним, как, куда, каким концом, как говорится, чтобы был в строю. После морозов обещают небольшую работенку нам, чем заняться. Синий все настроился, все сделался, поехал. Все нормально. Ребят подзаправил, солярку налил. Не всем, кому досталось. Так что так, ребят. Все, не буду вас задерживать. Спасибо за просмотр. Подписка, лайк, комментарий. Всем спасибо. Всем пока. Хороших выходных.